Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку нереально вкусный торт Коста-Рика. Торт нежнейший просто на вкус, с двумя основными направлениями вкуса тех продуктов, которые поставляет страна Коста-Рика. Это вкуснейшие ананасы и высококачественное какао. Здесь сочетание этого тропического фрукта с нежнейшим шоколадным кремом и бисквитом. Торт также готовится очень просто и несложно. Торт будем готовить из доступных продуктов. Очень бюджетный получается торт. И сначала приготовим шоколадный бисквит. 220 грамм муки, 40 грамм какао-порошка и 10 грамм разрыхлителя я сейчас перемешиваю и отставляю пока в сторону. 4 яйца среднего размера весом примерно по 50 грамм без скорлупы комнатной температуры, щепотка соли, 2 пакетика ванильного сахара по 8 грамм. Все это взбиваю сейчас до такой пышной пены и добавляю туда 180 грамм сахара. Яичную смесь я взбивала примерно 4 минуты. Добавляю туда 100 грамм растительного масла без запаха и 100 миллилитров молока комнатной температуры. Все это просто перемешиваю до однородности. Просеиваю туда всю сухую смесь. И также сейчас миксером просто перемешиваю, ничего здесь долго не взбиваю. Тесто получается таким подвижным, это так и должно быть, это нормально. Выпекать буду при температуре 175 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз без конвекции. Форма у меня здесь 28 на 18 сантиметров. Также можете брать и круглую форму 24 сантиметра в диаметре. Выпекаю примерно 35 минут на среднем уровне. Дверцу духовки, конечно же, во время выпекания мы не открываем. Выпекаю примерно 35 минут. Убираю выпекаться. Корж у меня испекся, я ему дала остыть в форме. Когда он у меня уже остыл до комнатной температуры, извлекаю его из формы и сразу же, ничего не жду, нарезаю его на коржи. Этот корж очень неприхотливый. Его можно и замораживать, его можно использовать в различные торты, в 3D-торты. Он очень нейтрален во вкусе, то есть он своим вкусом, как это часто бывает с шоколадными коржами, не заглушает основную начинку. Вот это очень важно, я считаю. Нарезаю его на 2 основных коржа. Третий корж, шапочка, нам понадобится для начинки и для обсыпки этого тортика. Итак, 2 коржа я откладываю в сторону, и шапочку от этого бисквита я сейчас нарежу вот такими полосками. Очень просто это все делается. Нарезаю по обыкновению кондитерской струной, вы же можете и ножом также это все нарезать. Вот такие полосочки из бисквита делаю. И те, которые самые крайние у меня полосочки, я их оставлю потом для обсыпки тортика. То есть все как вот в видео я делаю, так и нужно собирать этот тортик. Нижний корж сразу же уложила в ту же форму, где я выпекала. Баночка ананасов у меня здесь консервированных, 565 грамм общий вес этой баночки и 340 грамм это вес самих ананасов. Ананасовый компот потом будем использовать для пропитки следующих коржей. Ананасы я порезала вот такими полукольцами, укладываю плотно их на низ тортика, то есть на нижний корж, и отставлю пока в сторону. И приготовлю сейчас пудинговую начинку. 350 мл молока довожу до кипения. 70 грамм сахара здесь у меня. Пакетик пудинговой смеси 38 грамм ванильного пудинга. Вы также можете, если у вас нет ванильного пудинга, вы можете взять просто 40 грамм кукурузного крахмала и ванильный ароматизатор. Заливаю туда также 150 мл холодного молока. Все это перемешиваю. И иду сейчас на плиту уваривать всю эту смесь. Уже в закипающее молоко я добавляю туда всю пудинговую смесь. Еще раз повторяю, вместо пудинга вы можете брать также обычный кукурузный крахмал. Я все это напишу в описании. Сейчас при непрерывном помешивании в кастрюле с толстым дном на умеренном огне довожу все это до кипения. И когда пошли первые пузыри, 30 секунд еще провариваю и снимаю с огня. Сразу же добавляю туда 100 грамм
сливочного масла, можно прям холодного добавлять. Очень удобно, чтобы смесь немножко остыла. И сразу ничего здесь не жду, выливаю эту смесь на корж. Очень важно здесь выливать именно горячую смесь, потому что пудинг застывает, можно сказать, моментально. Распределяем сразу все это по коржу, чтобы потом в прослойке это все смотрелось красиво. Сейчас накрываю всю эту массу, сразу же ничего не жду, пока масса еще не застывшая. Накрываю вторым коржом, который я уже нарезал заранее. Распределяю всю эту массу, чтобы она полностью покрыла все ананасы. Второй корж у нас уже готов. Лучше всего второй корж выкладывать, так как он очень нежный, вот с такой пластиковой доски или же с обычной кухонной доски. И убираю сейчас в холодильник, чтобы застыл пудинговый слой примерно на час. И приготовлю шоколадный крем. Итак, здесь у меня 200 грамм молочного шоколада, 40% какао. Я отправляю сейчас его растапливаться в микроволновку. Импульсами растоплю. 200 грамм размягченного сливочного масла. Растопила я шоколад. Добавляю туда весь шоколад, тоже 200 грамм шоколада. То есть здесь очень просто. 200 грамм масла, 200 грамм шоколада. Температура шоколада не должна превышать примерно 28 градусов Цельсия. 26-28 градусов. Очень хорошая температура. Сейчас соединяем все это. Пробью сейчас все это миксером, просто чтобы массы объединились. Здесь сразу отвечу на вопрос, можно ли брать горький шоколад, темный, 50-70%. До 50% еще можно брать процентов какао в шоколаде. Если 70% какао, то нужно будет добавлять уже сахарную пудру, поэтому это уже совсем другой рецепт. Здесь делаем именно на молочном шоколаде. Итак, просто объединила эти массы. Масса неустойчивая, взбивать ее дальше не имеет смысла. Убираю сейчас эту массу примерно на 15 минут в холодильник. Она у меня остынет до 23 градусов Цельсия, чтобы было комфортно ее уже взбивать. Убираю в холодильник. У меня прошло примерно 15 минут. Масса охладилась до 23 градусов Цельсия, 21-24 градуса, не выше должно быть. И повзбиваю примерно 1 минуту сейчас ее, не больше. То есть рецепт очень быстрый. В плане вообще работы с этим кремом он готовится в течение 10 минут, это максимум. Конечно же, все это можно взбивать в планетарном миксере. В планетарном миксере крем будет более ровный. Здесь маленькие такие дырочки всегда присутствуют именно от взбивания ручным миксером. Добавляю сейчас туда 100 мл молока. Комнатной температуры, ни в коем случае не холодного. Добавлять буду в 3 приема. Прорабатываю так вот примерно секунд по 30. Каждое добавление молока, каждую порцию. Крем не расслоится от молока. И когда последние вот так примерно 30 грамм молока, 30 мл я добавила, после этого я взбиваю еще примерно 1 минуту. Крем будет пышнее. Он немножко вот так увеличился даже как бы в объеме. И вот таким посветлевшим он станет. И необыкновенно просто вкусным. Пудинговый слой у меня застыл в торте. Как вы обратили уже, наверное, внимание, готовим мы этот торт без сливок, без различных сыров дорогостоящих. Все из самых простых и доступных продуктов. Пропитываю ананасовым компотом этот корж. Совсем небольшую часть крема я наношу на корж. Буквально полупрозрачную такую кремовую прослоечку делаю. И выкладываю просто для связки вот с этими полосками из бисквита. Выкладываю эти полоски из бисквита вот в таком порядке. Пропитываю очень аккуратно эти полоски из бисквита. И сейчас вот эти пустоты, которые есть между полосками, заполню из кондитерского мешка шоколадным кремом. Если у вас нет кондитерского мешка, вы можете использовать обычные мешки для заморозки продуктов. Они, как правило, очень плотные, можно срезать у них уголок и также использовать их в качестве кондитерского мешка. Заполняю сейчас эти пустоты и сверху просто выровняю остатками крема верх торта. Остатки бисквита сейчас просто вот так руками измельчаю. Можно это и в измельчителе делать, но они очень нежные, они очень хорошо измельчаются. Посыпаю верх торта и уберу буквально на полчаса в холодильник, просто чтобы схватился этот крем. Сильно ему застывать не нужно даже давать. Торт уже стабильный, потому что вся пудинговая основа уже хорошо у нас застыла заранее. Извлекаю сейчас торт из формы.
Он прекрасно просто держит форму, его можно и транспортировать, этот торт. Нарезаю его обычным ножом, не горячим. Перед подачей такой торт лучше поставить где-то на полчаса при комнатной температуре, чтобы шоколадный крем именно стал мягким. Шоколадный крем со вкусом мороженого лакомка. Нежнейший, просто очень вкусный крем. Очень советую всем его приготовить. Торт получается очень нежным и очень-очень вкусным. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.